Приветствую, друзья, на канале Каска. Сегодняшнее видео посвящено оптимизации в Oblivion Remastered. Вы узнаете, какие параметры графики за что отвечают, на что влияют и что лучше выбрать для конкретно вашей системы. В первую очередь, игра процессозависима, поэтому многие настройки могут не влиять на производительность. Студия Virtuos Games, ответственная за Remastered, очень плохо оптимизировала свое детище, а я лично вообще провел все тесты с включенной генерацией кадров. Очень странно, но было интересно. Прошлое видео по оптимизации Oblivion, где показывал, что на любом пресете настроек графики, будь то самый низкий или ультра, всегда один и тот же FPS. Смена разрешения или включение FSR тоже не помогает. Но при включении генерации кадров я обнаружил, что FPS там меняется, поэтому можно провести тесты. Насколько FPS будет соответствовать действительности, я не знаю. Это все-таки генерация кадров. Да и частенько в игре бывают такие вот казусы. И некоторые жаловались вообще на резкое включение компиляции шейдеров прямо во время игры. Тем не менее, на визуальную составляющую мы с вами посмотрим. А там, поверьте, есть на что посмотреть. За лайки и дизлайки буду благодарен. Можете еще подписаться на канал. Быстренькая рекомендация своего бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на бусти. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Начнем мы с вами сразу же с настроек графики, чтобы не растягивать все самое интересное. Дальность обзора отвечает за отображение объектов на расстоянии. Трава бросается в глаза больше всего. Низкая, средняя, высокая скушает по 2% производительности, а ультра более 15%. Я рекомендую высокое качество. Эффекты отвечают не только за качество магии. Больше частиц, дольше остается след от способностей, но и на окружающий мир. Каждый переход кушает примерно по 5% производительности. И я рекомендую без потерь в FPS среднее качество, а для погружения ультра. Листва, ну прям имба лично для меня. Параметр отвечает за максимальное погружение. Тут в принципе все на ваших экранах. Каждый пресет добавляет новые листья и кустики. При этом все это добро практически не влияет на FPS. Ну, насколько это возможно с включенной генерацией кадров. Тени отвечают за разрешение теней. Низкое качество, по всей видимости, багованное. Помимо приступа теней еще и включается какой-то тусклый фильтр. А переходы между собой скушают по 1% производительности. Лишь ультра около 2-3. И я рекомендую высокое качество. Глобальное освещение особенно активно влияет в помещениях, в городе и еще в некоторых местах. Оно отвечает больше за глобальное затенение. Каждый переход скушает по 1% производительности. Хотя вот в помещениях на ультракачестве мы можем потерять до 17%. И я рекомендую высокое качество. Текстуры отвечают за детализацию общих текстур. На FPS и видеопамять, судя по всему, не влияют. Хотя у людей с 10 ГБ VRAM поступали жалобы о ее нехватке. Поэтому тут все-таки рекомендую подбирать пресет под вашу модель видеокарты. Я оставляю на ультра. Отражение и экранное отражение. Я решил эти два параметра поместить в одну группу. Хотя, если быть до конца точным, то и люмин и хардвейр сюда тоже лучше примостить, но об этом позже. Отражение отвечает за отражение на водных и глянцевых поверхностях. Влияние на FPS я не обнаружил. Тем не менее, во избежание проблем, я бы включил экранное отражение и выбрал высокое качество отражений. Постобработка отвечает за качество визуальных эффектов. Наиболее заметна разница в затенении. И вроде как что-то типа виньетки. На производительность не влияет. По крайней мере на моей системе. Я рекомендую высокое или ультра качество. Волосы отвечают за детализацию волос и шерсти. Скорее всего, параметр поломанный, так как ни на FPS, ни на визуал не влияет. Возможно, на каких-то зверьках это будет более выражено, но рекомендую низкое качество, ничего не потеряете. Ткань отвечает за физику ткани. Причем, когда мы берем во внимание броню, даже меняется ее визуальный вид. То, что касается флагов, на низком и ультра качестве, по какой-то причине физика пропадает, а средняя и высокая возвращает ее. В общем, недолго думая, лучший выбор
выбор — это высокое качество. Lumen Hardware RT включает или отключает трассировку лучей, а уже Lumen Hardware RT Mode отвечает за качество той самой трассировки. Трассировка в Oblivion общая, отвечает и за освещение, и за отражение. Для правильной работы RT отражений нужно отключить экранные отражения. По FPS скушает не более 10%, а если у вас видеокарта серии RTX, то скорее всего и меньше. Поэтому я рекомендую включить трассировку лучей. Игрушка преображается в лучшую сторону. Программный люмен отвечает за глобальное освещение и отражение. По умолчанию оно постоянно включено, но на низком качестве. Высокое скушает около 9% производительности. Но при включении трассировки лучей люмены выключаются и становятся недоступными. Сглаживание, масштабирование изображения и генерация кадров. Тут пробегусь быстренько, потому что мой слабый процессор Ryzen 5 7600X не тянет самую графонистую игру в мире. Из-за чего, как я говорил в самом начале, при смене настроек графики, разрешения и переключения FSR с качества на ультрапроизводительность, FPS никак не меняется. Это проблема конкретно косолапых разработчиков, потому что данная проблема наблюдается на многих процессорах, в которых нет приставки 3D Cache. Вот вам пример с того же движка Unreal Engine 5 на не менее оптимизированной игре Avowed. Все так же в открытом мире, но у нас хотя бы настройки графики влияют на FPS. В общем, остается ждать только патчей, но беседки обычно не спешат с этим, поэтому ждать придется долго. Если у вас схожая проблема с моей, включаем FSR либо DLSS, причем пресет лучше Native AA либо DLAA, потому что мы будем включать генерацию кадров, а ей как-то плевать, какой у вас пресет установлен. Зато картинка будет то, что надо, и с максимальным FPS. Ну и напоследок у нас остался FOV с размытием в движении. Что то, что это на FPS никак не влияет. Ставьте, как вам больше нравится. Единственное, что я рекомендую выключить все автосохранения, кроме сна. Как-то так, ребятки, все, что я хотел рассказать, рассказал. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Также не забывайте за мой бусти и телеграм-канал. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.